Привет! Предлагаю вам в ближайшие пару минут ознакомиться с актуальными новинками 8-бит чиптюн сцены. Устраивайтесь поудобнее и обязательно отпишите в комментариях, какие релизы из выпуска вам понравились. Лайк, пищалки. Погнали! Начнем с приятной новости для жителей столицы. Русская чиптюн «Мафия» анонсировала второе мероприятие в рамках популяризации 8-бит культуры. 25 февраля, Москва, арт-пространство «Угол». Начало в 8 вечера, вход свободный. Space Cosmos с презентацией только что выпущенного LSDJ альбома, LQCI, Feel Now, Неудержимый, Bella Lounge, Final Sketch и VI. Для всех, кто соскучился по тусовкам, обязательно к посещению. Ссылки на мероприятие прилагаются. Хотите отсюда, я сказала! А теперь к музыкальным новинкам. Space Cosmo Anxiety Episode. Свежий релиз из Нижнего Новгорода. 6 авторских композиций и ремиксы от STN и LQCI. 24 минуты беспрерывного геймбой звучания. Менее безумный, чем предыдущие работы от автора, но все так же пропитанный динамикой и танцами от начала и до конца. Драйв, пищалки, преобладание прямой бочки, общая ненавязчивость композиций — все это позволяет погружаться в альбом на одном дыхании снова и снова. Презентация в Москве в рамках русской чиптюн «Мафии», где будет возможность приобрести мерч. Стильные футболки по чиповым ценам. И очень уж хочется отметить ремикс от LQCI. LSDJ в 4 связки. Не часто такое услышишь. Шустрым счастливчикам коды на скачивание Bandcamp в закрепленном комментарии. Witch Pop Cafe Volume 2. Ребекка Селика из портового города Фалмут, Великобритания, опубликовала продолжение своего Witch Pop приключения. 13 треков с превосходным звучанием и очень бодрыми мотивами. Приятно танцевально, местами даже экспериментально. Это шикарный пример фейк-бит музыки. Третья работа на счету исполнителя. Отмечу Spider Dance. D-Boy Break One. Проект из Барселоны радует поклонников полноформатным релизом. Классические амон-брейки, сэмплы, пищалки, вдохновленные всем лучшим, что есть в жанре. 20-трековый коктейль из быстрого и безумного. К сожалению, вы не найдете на альбоме ярких эмоциональных мелодий, но это однозначно прекрасная работа, которая точно заслуживает вашего внимания. Доступен предзаказ на комплект CD-дисков. Выделю Never Try to Get Me Down. Может, пора уже сделать Break Special? Пишите в комментарии.
Community Chiptune Cares и микстейп For Philly. Компиляция Chiptune Cares полностью посвящена теплой Филадельфии. 22 артиста с разными ощущениями и подходами к созданию музыки. На пластинке вы найдете всевозможные воплощения 8-бит пищалок с общим мастерингом от Defense Mechanism. В духе настоящего микстейпа артисты предоставили свои старые, новые и уже ранее опубликованные материалы. Результатом является полное разнообразие нот, объединяющее людей для благородной цели. Все вырученные средства направляются в благотворительную организацию, направленную на борьбу с ковидом. К прослушиванию H-Puzzle Shogun Falls. Stray Boom – Fantastic Seed Experience. 18 тюнов из Лондона фанки-джазовой стилистики. Релиз был создан при помощи Commodore 64 и состоит из треков, написанных в период с 17 по 22 год. Трекеры Seed Wizard и Seed Factory. Запись с оригинального чипа 8580 для максимальной достоверности. Легкий и в то же время плотный релиз для поклонников демо-сцены. Теплый вечер под приятный грув. Что еще нужно? Отмечу Positivity. Stick Lovers Cute Love Chocolate. Японское объединение из авторов Stick Lovers выпустили праздничную работу в День всех влюбленных. 11 композиций в ня, кавай, фьючер-фанк и даже спидкор стилистиках. Как всегда, такой безумный и притягательный музыкальный мир из страны восходящего солнца. Общая добрая и прогрессивная атмосфера релиза точно скрасит ваш день. Для поклонников Lab Fox Records рекомендую к прослушиванию. Отмечу тюн Choco Shot. Poorly Grey Singles and Remix Volume 1. Проект Poorly Grey из Санкт-Петербурга опубликовал ремастер ранее выпущенных работ. 12 композиций загадочной и мечтательной музыки в свойственной музыканту подаче. Сборник включает в себя треки, созданные при помощи Sunvox, Reaper, Renoise и даже бесплатного VST-плагина. Отличный пример того, что инструмент — это не самая важная часть в создании музыки. К прослушиванию Sunset Bridge.
И чтобы не растягивать видео, вот еще быстрая парочка интересных новинок. Актуальный во все времена Кола Кит с новым EP, атмосферная работа Нектарин, зубодробительный сборник от Suck Pack Records и вызывающий кучу вопросов российский Nintendo Core проект Emerald Dragon. На этом все, еще больше релизов вы найдете в сообществах 8-Bit Folder и радио 8-Bit FM. Пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!